Привет, друзья! Привет! Сегодня мы приготовим очень простое, любимое многими блюдо. Запеченные в духовке свиные ребрышки. Вот они какие у нас. Ой. Свеженькие, аппетитные. Главное их правильно приготовить. И сегодня мы покажем наш способ приготовления этих самых ребрышек. Поехали! Поехали! Сначала с внутренней части ребрышек снимем пленку. Делать это не обязательно, но так ребрышки получаются еще нежнее. Теперь приготовим смесь для сухого маринования. Для этого смешаем 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки сухого чеснока, 2 ложки черного молотого перца, чайную ложку тимьяна и 2 чайные ложки сладкой паприки. Этой смесью как следует смажем наши ребрышки со всех сторон. Завернем сначала в бумагу для выпечки, а затем в фольгу. Точно так же обрабатываем и вторую порцию ребрышек. Выложим на противень, но в духовку сразу не кладем. Дадим им полежать в сухом маринаде минут 30-40. Теперь отправим ребрышки в духовку, разогретую до 200 градусов на час. Через час вытаскиваем из духовки и разворачиваем фольгу и бумагу. Ребрышки дали много сока. Этим соком надо обязательно их полить. Мы решили сразу приготовить и гарнир. А что может быть лучше, чем ароматная запеченная картошечка? Так что мы нарезаем картошечку на 4 части, солим и выкладываем ее к нашим ребрышкам. Сбрызнем ее слегка растительным маслом и отправим противень с ребрышками и картошкой в духовку еще минут на 40. Пока ребрышки подрумянивались в духовке, мы приготовили глазурь. 2 столовые ложки соуса барбекю смешали с ложкой вустерского соуса и 2 ложками меда. Смазываем ребрышки этой смесью. Осталось подержать ребрышки в духовке еще минут 20. Все. В общей сложности 2 часа в духовке и наши ребрышки готовы. Посмотрите, как они блестят. А какие они мягкие. Нож режет их как масло. А мясо отделяется от костей и расходится на волокна. Приятного аппетита! Пришло время попробовать. Ну-ка, пробуй. Мясо нежнейшее, ароматное. Превосходное. Вкусно, нежно. Пряности, которые мы положили, заиграли. Это замечательный рецепт. Берите на вооружение. А пока подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте нам вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас.
угощаете своих любимых вот такой замечательной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!